Сегодня будем делать круглое трендовое зеркало. У меня уже есть подобное видео, где я декорирую такое зеркало воздушным пластилином, но на этот раз я решила использовать картон. Подойдет любой плотный картон, я использую гофрированный. Обвожу на нем зеркальце, а вокруг небольшую крышечку. Должен получиться вот такой цветочек с множеством лепестков. Еще вырезаю отдельные кружочки. Я сделала все одного размера. Использую клей-карандаш. От него картон не размокает, как от ПВА, и держится достаточно прочно. Располагаю кружки в шахматном порядке поверх первого ряда. А следующий ряд клею с внешней стороны. Затем опять в шахматном порядке. Кстати, совсем не обязательно делать все кружки одного размера. Можно с каждым рядом уменьшать или увеличивать их диаметр, пока основа выглядит достаточно плоской, и мне хочется придать ей фактуры. Для этого наношу густую акриловую краску хаотичными мазками и не стараюсь распределить ее равномерно. Прошлое зеркало я красила просто бронзовой краской. Мне очень нравится, как выглядит этот цвет, но именно для зеркала, которое на стене будет висеть, я считаю, что такой цвет не подходит. Поэтому я долго думала, каким цветом сделать. Сначала у меня была идея покрасить просто в золотой, а потом сделать как патину черным цветом. Но все-таки я остановила свой выбор именно на цвете античная бронза и немножко его буду состаривать черной краской. После высыхания 2 слоев грунтовки приступаю к окрашиванию. Для этого наношу густую акриловую краску хаотичными мазками и не стараюсь распределить ее равномерно. И мне хочется придать ей фактуры. И бронзовую краску также наношу в 2 слоя. А для состаривания сильно разбавляю водой черную краску. И сразу вытираю излишки влажной тряпочкой, пока краска не успела застыть. Освобождаю зеркальце от крепления. Я наносила клей Момент Кристалл только по краю зеркала, так как побоялась, что он может растворить зеркальное покрытие. Но с ним ничего не случилось. Так что, если у вас есть необходимость закрепить более большое зеркало, для надежности можно промазать его по всей поверхности, и с ней ничего страшного не случится. Мне захотелось закрыть вот этот резкий переход от зеркала к самой раме. Я приклеиваю пластиковый гранулят на термоклей. Это такой наполнитель для утяжеления мягких игрушек. Чтобы проще было прокрасить все гранулы, немного разбавила краску акриловым лаком и водой. И точно так же после высыхания бронзовой краски нанесла полупрозрачным слоем черную. Вместо него можно взять бисер или любые маленькие бусинки. Или заменить их какой-нибудь крупой, например, гречкой или рисом. Думаю, тоже получится очень красиво. Пишите в комментариях, как вам такая идея декора зеркала картоном. Или, возможно, вам больше понравился все-таки вариант с воздушным пластилином. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение, так как я планирую сделать еще одно такое небольшое зеркальце, чтобы сделать композицию. У меня будут висеть часы между 2 зеркал. Очень интересно будет узнать ваше мнение. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.